Всем привет и канал Миллион Абдулла. Меня просили подписчики, чтобы я показал, как некоторые вещи, на которые я делал обзор, как они вообще зарекомендовали себя по истечении какого-то времени. Речь пойдет о фонарике FD30 фирмы Phoenix. Сейчас я покажу, не документируя возможности этого фонарика, которые совершенно случайно обнаружились при съемке распаковки японского проигрывателя винилового. А дело было так. Вот фонарик FD30. Достаточно дорогая штука была тогда. Сейчас немножко он дешевле стал. И, в общем-то, я, как обычно, всегда пользовался при съемке, подсветочку сделать туда-сюда. И вот этот вот хлястик, ремешок, залез вот так вот на фонарик. Вот так. Вот таким макаром. Вот так. Ну, я снимаю, вдруг я чувствую, откуда-то идет дым. Я не заметил, что хлястик-то залез. Но идет и идет. Думаю, что может гореть? Техника вроде не горит. Фонарик холодный. Потом смотрю, елы-палы, эта штука прожглась вот здесь. Думаю, это как такое возможно? Фонарик горит. Ну, горит себе и горит. А что же это горит-то? И я решил, думаю, дай-ка я испытаю. И вот сейчас мы с вами увидим, как фонарик, вот этот вот обычный фонарик, без разборки, без ничего, просто когда он светит, будет прожигать бумагу белую. Он ее, вообще-то говоря, ну вот сейчас сами увидите. И вот черный носок я взял, старый, черный. Ну что, давайте на крупный план переходим. Давайте. Ты что, уже выключила? Нет. Смотри, я же шутку уже почти уже созрела, вот вылетела. Да, кстати, передаю привет подписчику, который там вот, есть у меня ролик, секретный бросок ножа НКВД, вот он набрал больше всего лайков с комментарием, говорит, а я так носки на стирку кидаю. Вот носок на стирку кидает, он так круто. Очень весело, мне понравился этот комментарий. Другой комментарий был. Какой? Трусы на стирку он там. Это уже позже появилось. Про трусы это уже, так сказать, интерпретация вот этого вот первого. Там много он лайков набрал. В общем, давайте, ребята, лайкуйте, пишите. Сейчас будем носки жечь и бумагу тоже. У этого фонарика есть несколько режимов. Вот я включаю его, и когда нажимаю на кнопочку, вот это слабый режим. Раз, два, три, четыре. И 4 нажатия самый сильный режим. Вот он. Фонарик абсолютно холодный. Теперь если поставить вот так вот, вот сидим, ждем. Ну, считаем, допустим, до 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Смотрим. На бумаге ничего. И мы можем поэтому сделать вывод, что фонарик безопасный, да? Ну что ж, давайте попробуем носок. Ну, представьте, вы в рюкзаке положили фонарик. Тут носок. Он вот так вот, естественно, придвинут. И фонарик включен. Случайно включился. Теперь ждем. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Видите, уже дымочек пошел. А вот пятнышко. Вот. Давайте подержим подольше. Вот так вот. Ну, сочетаю, допустим, до 50. Допустим, он минуточку у вас прогорел в рюкзаке. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Запахло. Запахло, горело. Запахло. Все, можно не считать. Уже понятно, что он уже загорается. Но мы ждем. Видите, там уже дымочек идет маленько? Ну, дымочка я не вижу, но запах. Вот он, я уже мощный. вижу, дымочек пошел. Вот он идет. Пока что слабенький такой. Пошел, да. Вот уже темное пятно И появляется. уже фонарик там просвечивает. Да, ты поближе придвинь камеру максимально, потихонечку. Чтобы она тоже загорелась. Нет, она не сгорит. Ой, слушай, дымище какой пошел. То есть мы с вами наблюдаем, как фонарик на максимальной мощности начинает нам разводить костер. То есть огонь явно можно добыть. Ждем. Это толстый этот самый носок. К сожалению, он не хлопковый. Если бы хлопковый, он бы уже затлел. Тут синтетика, я не знаю, как она поведет себя.
Ну-ка, если посмотреть, вот мы имеем уже вот такое прожжение. Носок очень горячий. Вот. Но огня мы не добыли, но мы видим дырку. Так? Было бы эффектнее, если бы ты добыл огонь. Ну это понятно. Давайте мы Ведь попробуем тогда можно один было слой. бы поохотнее брать спички. Сейчас посмотрим, как Носки. сейчас посмотрим, как И сжигать. один слой будет. И мы попробуем. Ой, горячий сразу же стал. Вот смотрите, один слой повеселее пошел. Да? Вот, дым Дымочек. пошел. Да, уже дымочек идет. С одним слоем я его редким сделал, натянул получше, чтобы он так зашелся. И мы будем считать, что мы развели костер, если у нас появится хотя бы тление, которое можно раздуть. Просто дым это пока ни о чем. Может, его прижать надо поближе? Палец не сожги. Нет, ну он там только в одной точке. Вот он на фокус вот такой выходит. Слушайте, так мы и без огня останемся. Что за фигня-то? Да, а что ты до этого жег? Какой треп? Вот он палец. Нет, да, давай лучше с бумагой сейчас еще раз я возьму авторучку, зачиркаю ее. Я думаю, что это из-за того, что носок не хлопковый. Хлопок давно бы уже. Значит, вот смотрите, мы сейчас сделаем вот что. Я зачиркаю бумажку, как следует. Темное пятно. И посмотрим, что с бумагой будет. Думаю, что с бумагой будет повеселее. Давайте попробуем. Вот так. Потому что носок, когда синтетика, вот видите, смотрите, как пошло. Ух ты, бумага сразу задымилась. Да, она задымилась, темное пятно. Смотрим, что дальше будет. Ну, собственно, уже прогорает. Ну, подожди. Дырка уже прогорела. Уже прогорело? Да. Насквозь? Насквозь, по-моему. Ну, тут надо точно. Тут еще фокус немножко. У фонарика еще есть фокус. Вот фокус мы более сильно настроим, чтобы с фокусом было. Сейчас, может, он повеселее еще пойдет. О, Загорелась. фокус. Все. То есть нужно было просто фокус поставить. Вы видите, что Слушай, творится? Ну вот это я понимаю. То есть понятно, что бумага, вот она уже, Классно. как меленькая горит. Что теперь с носком будет? Может быть, это из-за Значит, фокуса? Из-за Скорее всего, из-за фокуса. фокуса, да, Значит, давай. все-таки спички не нужны, по ходу. Ну, да, там надо просто хлопковую ткань. Это не хлопковая, она плохо будет гореть, я думаю. О, повеселее пошел, да. Ёкало мое, что это такое-то? То горит, то не горит. Хороший носок оказался. Это единственный целый носок, который я нашел, все остальные дырявые. Как бы не зачет. Сейчас на старое пятно, на коричневое прожженное. Посмотрим. Режим-то случайно не переключил? Надо проверить. Раз, два, три, четыре. Ага. Вот Режима у него, да? 5. 5? Слабый, сильнее, сильнее, сильнее. И на самом сильном еще можно фокус сделать. Вот он на этом фокусе, судя по всему, по ядренисти. Ну, по крайней мере, на бумаге он точно лучше работает. А носок, да, носок у нас неудачный. Не хлопковый, ни хрена. Вот. То есть бумага горит только, когда ее закрасишь. Сейчас попробуем, уголочек это подгорит, нет? Вот давайте сейчас 2 попробую слоя. Так. Интересно, 2 слоя загорится друг от дружки или нет. Любопытно. Так, бумагу он прожигает. 1 слой легко. Сейчас посмотрим, как 2. Может загорится. Так, пошел процесс. Угу. Чтобы загорелось, нужно угол еще нужно выбрать. Тлеет-то тлеет. Уже можно развести, это однозначно. Только нужно вату хлопковую. Хлопок, он любая искра, и он уже пошел. Там его раздуваешь, и все. Но хлопок мы не взяли вату, что-то не догадался. Вот она начинает тлеть. Потихонечку. Может,
прижать получше надо. Да, пожалуй. Там буквально можно чуть-чуть прижать, отпустить, и она будет. Что за фигня? Фокус может распустить наоборот. Попробовать. Без фокуса вообще как будет. Что-то плохо. О, пошел. Быстро пошел. Пошел. Ух ты. Тлеет он хорошо. Но что-то загораться, не знаю, загорится, нет. Да, мы с тобой разжигальщики-то еще те. Фонарик от этого не испортится? Да ничего ему не будет, наверное. Так вот, если вести. Теперь носок. Ай, горячо! Если носок, Поджигать бумагу. бумаги, может, займется. Не хочет. Давай, экспериментируй. Нифига он это самое, носок хреновый. Носок отличный. А! Ой, горит. Палец горит. Не хочет гореть. Носок не хочет гореть. Значит, носить тебе этот носок еще. Не сносить, да. Он это самое, не хлопковый нифига. Там какие-то вискозы, они ж плохо горят. Хлопковые уже сейчас бы... Они вообще должны плавиться. Ну, там какой-то материал плохо горючий. Нет, по-моему, все-таки спички все-таки лучше взять. На всякий случай. Бляха-муха. Не хочет гореть. А он мокрый, может. Реклама носков. Горячий, нагрелся. Надо немножко передохнуть. Нет, Давайте нельзя. подведем некоторые промежуточные итоги. Давайте. Значит, мы попробовали носок. Носок, не факт, что хлопковый. Если бы хлопок, он бы начал, если бы он хлопок начал тлеть, он бы уже, так сказать, его не остановишь. Хлопок — это очень горючая вещь. Бумага белая не горит, а если покрасить авторучкой, вот она дает тление. И если высокогорючий, например, кусочек был бы у нас... У тебя, кстати, нет никаких там хлопковых вещей с собой? Тоже синтетика все? Ну, сейчас подумаем. Подумай, Ну, шапку? есть одна вещь. Шапку. Есть? Но она очень глубоко. Ладно, ты так не шути. Вот. А закрашенную авторучкой бумагу он прожег. Естественно, тут по контуру видно, что было тление. И при известном умении, наверное, все-таки можно было бы разжечь костер. Но это нужно кропотливо стараться экспериментировать. У нас вот первая попытка именно разжечь не удалась. Но прожечь он может. И при определенных обстоятельствах, скорее всего, фонарик я бы отнес к опасным вещам на предельном режиме. Поэтому, когда вы его включаете, надо выбирать режим, ну, какой-нибудь второй или третий, тогда он ничего не загорит. А если на максимальном, в кармане у меня один раз случайно загорелся, но, видимо, был не максимальный режим, поэтому куртка у меня целая. А так бы он ее прожег нахрен. Че, представляете, вот мы тут несколько секунд подержали, а если бы мы держали там 10 минут, понятно, все бы загорелось. Даже металл бы, наверное, расплавился. Надо что-то черное, матовое, хорошо горючее. О, Да этого шапка. шапку не дам, нет. Ножик вот пластиковый. Но он-то только расплавится. Не жалко? Нет, я не буду ножик жечь. Можно еще что-нибудь посмотреть. Что у меня еще-то есть? О, сахар. Пакетик с сахаром. Слушай, пакетик с сахаром, давай попробуем. Давай попробуем. Классно. Он же черный. Раз, два, три, четыре. А, тут еще стекло немножко запотело. Ой, оно даже расплавилось. Блин, а что я Я сделал-то? тебе говорю, ты фонарик-то попортишь. Ну вот, дорогую вещь испортил.
Не, ничего. Там же стекло, оно оттерлось. Ха-ха, фонарик forever. Ну, ёкало он стоит-то кучу денег. Какой там пластик? Там, конечно, стекло. А стеклу ничего не будет. Сейчас я его протер, он будет более злобно. Сейчас мешочек с сахаром будем пробовать поджигать. Черный совершенно. Это самый. Так. Раз, два, три, Да, четыре. если туда еще и марганцовочки подложить. Не-не-не-не-не. Не надо таких советов. Я шучу. Ну как пошел, о как пошел. Сразу же, смотри, Да. пятно. О, видишь? Тление. Вижу. Ну вот, все. Не слепая. Так загорится хоть что-нибудь-то у нас сегодня или нет? Фонарик твой скоро загорится. О, как, смотри, сколько много этого углей-то. Что, неужели заплавим? Давай. Еще ветер такой холодный. Ветер, наоборот, должен раздувать огонь. Ну, он раздувает, когда и задувает, наоборот. Да, запах идет. Но там же не только бумага, там еще и полиэтилен. Слушай, он в этом неплохо так и пакетике, горит-то. Я думаю. Не, ну умные люди понимают, что уже все, это как бы доказательство есть, растление есть, все. Причем оно появляется буквально через несколько секунд. А если все подготовить как следует, причем вот, нет, пальцем трогаешь. Горячо, горячо. Там как. Слушай, заканчивай эксперименты на себе. Ладно. Фух. Я не знаю, что еще прожигать. Жизнь. Ну это тоже синтетика, блин. Надо шерсть. А шерсть плохо, надо хлопок надо. У меня хлопков ничего нету. Блин, ничего. Даже платок не взял никакой сегодня. Вот сегодня не взял. Вот обычно всегда беру, сегодня вот не взял, забыл. Ой, бабочки летают. Тоже это жалко. А сегодня 30 марта еще. Вот только. кусочек коры попробовать. Как она будет. О. Маленький Кстати, кусочек. кора это коры. интересно, потому что в походе может не Давай. быть бумаги. И вообще и даже тряпки сухой может не быть. Ну как пошло. Сразу же. Вот только поднес, она сразу у нее. Смотри, что творится. Смотри, причем это весна, Мгм. и кора, наверное, влажная. Она ещё. сухая совершенно. В том-то и Сухая? дело. Класс. Она сразу же занялась. Ну, вот видишь, Ну, кора-то займется, но она не такой, чтобы материал-то горючий. Вот бересту бы, нет, береста тоже не так займется. Надо какой-то мох сухой или что-то такое. Вон она как пошла. Пошла тлеть. Ну, а тлеть-то будет. Ох, как хорошо. Ух. а запах какой приятный Да, пожалуй, все-таки кору лучше всего. от коры. Кстати говоря, вот этот вот запах. О, смотри, уже можно раздуть. Смотри, точно, ничего себе. Вот! И все, не надо Вот никаких. с чем надо разжигать, натуральные материалы. Натуральное, да. Вот оно пошло. И теперь фонарик все время будет добавлять. Все. Ну, мы костер не будем жечь, это как бы лесопарк. Поэтому в лесопарке костры разжигать запрещено. Но мы убедились с вами. Путем Вот. убедились, что фонарик может служить как зажигалка. Уже с этого легко можно разжечь. Просто запрещено. Ну, запрещено законом. Мы закон не нарушаем. Все, затушу. Лес надо беречь. Теперь, смотрите, вот эта вот вещь высокотехнологичная. Тут, по-моему, 900 люмен. Что, в принципе, вот у самого стеклышка соответствует сфокусированному увеличительным стеклом, как будто солнце светит. И фонарик действительно настолько яркий. Я постоянно им пользуюсь. На съемках подсветку им делать очень удобно. Можно, например, расфокусированный сделать пучок света, а можно сфокусированный. Тогда он бить будет на 200 метров. И на охоте тоже выручает. Он маленький, легкий. В общем, эту штуку я ношу с собой каждый день. Когда хожу в зимней куртке. Ты что издеваешься-то? Решила А, сменить ракурс. я понял. Ты очень долго говоришь. Я долго говорю? Да. Но вопрос-то важный. Очень. Ну, вот прям представь, без него просто жить нельзя. Кто еще снял, чтобы фонарик мог что-то там поджечь? Ведь это же нереально, так даже в голову не Люди придет. линзы поджигают.
Нет, ну линзы, понятно, от солнца, а тут без От всякого солнца, солнца. да. Включил, и вот тебе, пожалуйста. Да, в любую погоду вообще. Зима, там, темно, ночь, В где любое там время солнце? года. И вот теперь я вынужден, так сказать, соблюдать осторожность. Наш, ну так как все-таки фонарик, как оказывается, действительно все поджигает. Но нужно его ставить на слабый режим. На слабый режим, ребята, ставьте вот этот фонарик. FD30. Я просто обалдеваю. Это фонарик, наверное, самый лучший в мире. Докажите обратное, если сможете. У меня таких два. Один еще маленький. Но маленький я ношу летом в легкой курточке. Но он, Слушай, так, он- а он не тут ты- поджигает, а он не тут- поджигает. А, Поджигает только вот этот вот. ага. Есть еще один прожектор, но я думаю, что он вряд ли тоже подожгет, потому что там хоть он и яркий, но там очень большая вот эта штука, и там фокус, не знаю, на какую точку. Надо попробовать тоже. Ну, ладно, я уже заболтался. Все, давайте юмор, быстро шутить. Давай шути что-нибудь быстренько. Сам И шути. пошли дальше. Блядь. Сам шути. Я? Давай, хорошо. Чего ж пошутить-то? Сейчас выключу. Зачем? Если не пошутишь. Ну тут бабочки летают, погода хорошая. Слушай, у меня то солнце на лице, то нет. Какие тут шутки, съемку запороли, считай. Как у меня лицо-то освещено? А сейчас не освещено. А сейчас? А сейчас освещено. А сейчас? А сейчас нет. А сейчас? Пошутили, в общем. Ну, я инстинктивно всегда ищу тень, потому что сейчас солнышко, говорят, очень вредное. Поэтому, если вы будете загорать где-нибудь там, то имейте в виду, что надо какими-то там мазями мазаться. А я иду кардинальным путем. Просто на солнце не вылезаю и все, сижу в тенечке всегда. Кто умудрился один раз в тенечке сгореть, елки-палки. Ладно, все. Подписывайтесь, жмите лайки, надеюсь, чуть... Ох, бабочки летают. Смотри. А я уже снимала. Да? Да. Вон. Сейчас на рюкзак, наверное, сядет. О, смотри. Близко. Снимаешь, да? Да, Ну вот. Бабочки — это к счастью. точно. Так что подписывайтесь, и будет вам счастье. Всем пока-пока. Женушка, давай что-нибудь там привет-то передай народу. Привет всем подписчикам. Спасибо за просмотры, за Ага. хорошие комментарии веселые. Особенно там это, когда уши-то это прочищали, там очень много комментариев веселых. Да, да. Тоже классный ролик. Спасибо за просмотр. Нам понравилось, что канал поднимается вверх, подписчики растут. Мы довольны. Даже вот сегодня сырников поели. Купили Вчера, кстати, сыр. у тебя был день рождения. Да, А вчера был сегодня день мы в рождения. честь этого выбрались вот такую Да, хорошую решили погоду выходной погулять. себе устроить. Классно. 30 марта, так тепло вообще. Тепло, реально. Я даже Реально. взмок, пока шел. Классно. Ну ладно, все, мы уже опять заболтались. Там надо как-то монтировать, это все будет. Ой-ой. Все, пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Подписывайтесь, жмите лайки. Я как уже ты говорил. говоришь. Ну да. Ну, давай, все, Лишний- пока. да.